Привет всем хорошим людям, друзья, добро пожаловать на канал Custom Truck. Ну что, серия с Кразевичем. Краз вам очень понравился, как я это уже понял из ваших репостов, комментариев и многочисленным, конечно же, лайком. Что хотел рассказать, прежде чем мы начнем, хотел бы ответить немножко на вопросы, возникшие в видео. Вопросов туча, но самый главный вопрос по поводу топливозаправщика. Да, действительно, наш Краз якобы трудился в качестве топливозаправщика, но изначально он таковым не был. Огромное спасибо нашим парням на RC форуме, которые помогли чуть-чуть разобраться в этой всей ситуации. Вероятнее всего, с долей на 85-90% наш Кразевич был в прошлой жизни большой тросовый старинный экскаватор. Именно у такого экскаватора стояла вот эта стабилизирующая балка с каждой стороны Краза, и такой специфический был кронштейн-рессор. Лебедка также на этом Кразе устанавливалась, на Кразе-экскаваторе, и у нас тоже лебедка стояла. К сожалению, сейчас лебедки нету, но когда-то она была. И потом в свое время Краз был переделан под топливоперевозчик. Не совсем понятно, для чего были сварены такие огромные ящики, якобы для перевозки опасных грузов прям. Но не знаю. Скорее всего, было такое требование перед тем, как его переделывали. Вот, так что такая вот история. Ну, а в наше время он уже трудится в качестве сидельного тягача, который просто выполнял функцию таскания прицепа. Также 1000 было вопросов по поводу, почему Краз бросили. На этот вопрос тоже есть ответ. На самом деле его никто не бросал. И я в разговоре с хозяином Краза, я понял то, что он из детства любил такую машину. В свое время там через его деревню прокладывали газопровод. И когда-то его вот катали на таком Кразе. И у него была мечта, как и у многих из вас, как и у меня, купить такую машину, на которой ты в детстве катался, да, и вот он осуществил эту мечту, параллельно там занимался каким-то сельским хозяйством там, и вот Краз таскал прицеп у него. Потом, ну, я не знаю по каким причинам это все как бы пришло в упадок, Краз просто стал не нужен, но продавать он до последнего его не хотел. Почему? Потому что эта машина была символом детской какой-то мечты. Вот, поэтому до последнего Кразевич стоял и радовал хозяина. Он периодически к нему подходил, видимо, я так понимаю, что-то там смотрел, но его не запускал, естественно, плюс украли стартер. Установить стартер на этого зверюгу — это еще то приключение. Ну, а в сегодняшнем видео мы продолжим возвращать его к жизни, полноценно возвращать его к жизни. Да, нюансов по нему очень много, самое страшное — это кабина, но мы начнем с мелочевки. Вот, так что серия, как я думаю, и вы наверняка думаете, будет очень интересной, поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, печенье, колбаску нарезайте, все как вы любите. Ну а мы начинаем трудиться. Ну, наконец-то, друзья, Кразевич отмыт. Вот такой красавец. 2 дня. 2 дня, чтобы вы понимали. Тогда я мыл, ну, не 2, полтора дня. Чисто мойка, но вроде бы отмыл. Мох еще где-то будет наверняка попадаться, но уже это не так страшно. Сейчас он весь отмытый красавчик. Есть много моментов, которые нам предстоит устранять. А именно,
Я хочу демонтировать вот эти вот защиты баков. Они портят вид всего краза. Вот, также большой нюанс, который нам нужно будет разрешить, это электрика. У нас обрезана часть проводов, и, к сожалению, с этим будут моментики. Вот, ну и самое страшное, это кабина. Кабина вся шатается, болтается. Нужно вскрывать, смотреть. Где-то есть сгнившие элементы, и то ли их менять, то ли что. Но я не думал, что я превращусь в деревяшкина, но, видимо, с этой машиной придется немножко окунуться в деревянную стратегию. Вот, ну, сначала сделаем вещи такие элементарные, а именно, нам нужно обязательно обслужить мотор, поменять масло в нем, потому что, ну, не хочется запускать на этом старом масле. Срезать баки, разобраться с проводкой. Самые главные вещи, которые нам необходимо сделать в первую очередь, чтобы мы могли переехать на базе, здесь передвинуть его, и это было безопасно. Если вдруг вы не подписаны на канал, то обязательно это сделайте прямо сейчас. Вот именно вы, вот вы смотрите без подписки. Пожалуйста, подпишитесь. Эх, ракета, ракета. Друзья, я вот восстанавливаю один из надежнейших грузовиков СССР. И у вас наверняка, я уверен, тоже возникает желание восстановить что-нибудь, что переживет нас с вами. Вот топ грузовиков для новичков восстановлений. Смотреть, конечно же, будем на дроме. ГАЗ-53. Это классика с простой трансмиссией и простым мотором. ЗИЛ-130. Можно посмотреть, кстати, самосвал. После восстановления он точно пригодится вам в хозяйстве. И потом легко продать. Ну и можно рассмотреть, естественно, ГАЗ-66. Но машина посложнее и более уже для души и отдыха. А с какой машины вы бы хотели начать восстановление, пишите в комментариях. И за авто идите на дром. Только, друзья, не берите крас, иначе он отобьет желание восстанавливать технику вам на всю жизнь. Ура! Все, второй ящик тоже отрезал. Не люблю газовый резак, честно, не люблю. Такая горячая штука неприятная. О, запчасть какая-то. Одинарный выхлоп на двойной переход. Так, ну вот. Отлично, отлично. Большая работа сделана. Круглые баки ему добавляет вот этой вот старинной антуражности. Прям однозначно. Друзья, идут дожди, поэтому продолжаем заниматься кразюкой. Очистил я ящики эти. И сейчас хочу демонтировать старую выхлопную систему. Вот эту вот. И сделать заводскую. Вернуть туда глушак. И нормально. Потому что старая в любом случае пришла в негодность. Она вся тут дырявая эта. Поэтому мы переделаем, чтобы все было аккуратно и красиво. Берем болгарку и начинаем пилить. Блин, самец.
Сейчас моя задача демонтировать вот эту часть вместе с глушителем основным. И вот отсюда пойдет уже у нас на оригинальный выхлоп. Вот здесь два крепления. Вот раз и там два. И туда будет под переднее колесо глушитель выходить, труба. Вот, так что сейчас отпилю вот эту. Что-то засомневалась моя болгарка. Целый круг ушел, чтобы просто отпилить вот эту трубу. Ну, маленькая болгарка, соответственно, такое, ну, такое себе. Жесткий глушитель у Краза, блин. Еще и голову долбанул. Хорошенько так приложился. Кран воздушный. Так, ну да ладно. Сейчас глянем, насколько жив этот глушитель, сама бочка. Потому что тоже непонятная латка на нем. Вот, для чего она и что это, непонятно. Так что сейчас надо будет нам раскрутить эти хомуты, и тогда поймем. Интересная конструкция внутри, как выяснилось. Стоит какая-то отбрасывающая пластина. С этой стороны на пол глушителя тоже стоит какая-то запирающая пластина. Ну, интересно сделано. Так он целый весь глушак. Я думаю, его и поставим. Распилил хомуты, собрал на новые болтики. Сейчас попробуем поднять глушитель. И уже примерно, чтобы понимать, как нам, какого размера нужны трубы. Ну, чтобы понимать, хотя бы чуть-чуть. Потому что сейчас я вообще не вижу, как что это будет выглядеть. Немножко ерунда получается, видите? Глушитель это не оригинал, видимо. И выходит он не туда, куда нам надо. Дело в том, что у нас в оригинальном глушителе, вот на нашем Кразе, там у него выход вот здесь. И он прям под колесо. А эта часть на нашем оригинальном Кразе, она заварена. Так что, возможно, и нам придется что-то мудрить такого плана, блин. Иначе у нас выхлоп выходит хз куда. Так. Надо подумать. Сейчас закручу здесь. Ну, наживлю хотя бы, смещу. И потом буду принимать решение. Разгадал я, друзья, эту систему. Заметил, что здесь заварено. Вот. И это явно заварено отверстие, которое было заводское. Здесь врезались. Вот, и сделали глушитель проходной вместо упорного. Но мы вернем все обратно. Мы отрежем эту часть, заварим. Сюда вварим торчащий глушитель, как в оригинале. Ну а здесь придется тоже повеселиться. То есть нам нужно вот отсюда выйти вот туда. Вот, ну так вот будет эта конструкция. Ну, ничего страшного, сейчас будем заниматься. Привез сварку, и сейчас мне нужно отрезать 1,05 м, чтобы туда соединить банку нашу и основной выход. Так что вот я уже сделал отметку. Чикаем.
Вырезал я два вот таких кружка. Вот. С одной стороны заглушим, а со второй стороны мы сделаем с отверстием. По-моему, да, я уже сделал, вставил. Вот, сейчас зачищу, обваримся. Еще важный этап — это вварить нам вот сюда кусок трубы выхлоп. И все. Взял зачистной круг. Сейчас пройдемся вот так, чтобы вариться хорошо было. И обварим. Все, бочку закрепил. Так будет выглядеть. Ну, чуть-чуть видно будет дымок, непринужденно. Вот. И осталось мне только лишь приварить вот эту трубу. Сейчас я ее туда примерю и на месте приварю. Она уже подогнана. Все здесь подпилено как надо. Эти углы и здесь вот. Сейчас прям на месте ее жахну. Сварочкой. Да, чуть-чуть поймаю за шиворот искр, но ничего страшного, зато не придется 2 раза снимать. Вот, так что печем. Я сильно грязный? Не, вроде нормальный. Друзья, раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточены передовые производства, около 90% мировой электроники. Почему же мы читаем на коробках техники Case Guru создана в Тюмени? В Тюмени мозги и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик, экспериментируют с материалами и вводят свою нейромодель сенсора для смарт-часов Case Guru. Глава компании Case Guru Вадим Боков лично контролирует разработку. В народе Вадима прозвали «Тюменский Илон Маск». Тюмень – это инженерия, гарантия и ответственность. Китай – масштабирование производства. Так получилось, тюменские часы Case Guru с рекордными характеристиками продаются только напрямую у разработчика. У тюменских смарт-часов Case Guru Nova изогнутый дисплей, лучшие углы обзора, информация видна при разных положениях руки. У аналогов зачастую обычные плоские дисплеи. У Case Guru Nova прокачанный динамик и микрофон, качество звука при разговоре как в смартфоне. Тюменские часы Case Guru Sport 2 Full HD дисплей, как у телевизора. Рекордная четкость, виден вне зависимости от особенностей зрения. У Case Guru Sport 2 гибридный корпус 2 в одном, устойчив к царапинам и повышает стабильность работы датчиков. Тюменские часы Case Guru Classic 2 премиальный аккумулятор с замедленным старением. Рассчитан на срок до 7 лет работы, это в 3 раза дольше аналогов. У Classic 2 более 150 спорт-режимов. Мировой рекорд. Больше режимов, точнее замеры. И точнее рекомендации от умного алгоритма сенсора. Выбирайте тюменские смарт-часы Case Guru по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод TRACK2608 на скидку до 1000 рублей. Выхлоп получился максимально приближен к оригиналу. Вот, ну тут задача не быть оригинальным, а просто сделать как надо. Вот, все обварил, все заварил. Красота. Потом заметил, что там вот еще по стыку тоже лопнуло, и там тоже сделал. Заварил все. Но теперь крас зазвучит другим звуком, и это очень хорошо. Но проверять мы сегодня не будем, потому что уже 6 вечера, Галя будет ругаться. Поеду домой. Вот, да и устал, вы знаете, целый день, блин, с этим глушителем взад-вперед, туда, подними, опусти его, ой. Ну, это все отнимает много времени, знаете, попримерить все, отпилить. Ну, тот, кто варил глушители, тот понимает меня. Вот, так что продолжим мы уже, наверное, с электрикой и заменой масла. Но вам, друзья, огромное спасибо за поддержку на Boosty. Если у вас есть желание и возможность поддержать наше творчество, то ссылка будет в описании. Подписывайтесь на Boosty. Таким образом вы поддерживаете нас и одновременно знаете, что происходит у нас в гараже. Также там выходит весь основной контент без рекламы. Вот, так что ссылка будет в описании. Залетайте и подписывайтесь. А я поехал домой. Ну как домой? Сначала сейчас завезу. Весь инструмент сложил в погрузчика. Штатив тоже сюда же. Вот, чтобы не ходить по 10 раз. И выезжаем.
Друзья, я 1000 раз говорил, что мир не без добрых людей. И сегодня к нам присоединились наши зрители. Всем привет! И они хотят нам помочь с кразом, прикоснуться к легенде. Ну и, конечно же, у нас в гараже всегда есть такая возможность. Ну а начнем мы с замены масла. Там мы уже подготовили канистру. И сейчас сольем масло и будем смотреть центрифугу. Надо посмотреть там фильтр. Я только не знаю, стоит тут фильтр масляный или нету. Да, стоит. Вот Ну это все. вот. Да, значит придется нам тоже поменять его. Я, правда, не купил, но мы сходим. Купим, если что, это вообще фигня. Да, так что сливаем маслица, зальем свежее масло нашему кразу и запустим, чтобы послушать, как звучит краз после ремонта глушителя. Откручиваем пробку, и в этом деле главное не повторить мой подвиг. Да, я могу. Отлично. Но расслабляться нельзя. Эта канистра очень быстро закончится. Ну да, прям наверх тогда ее поставь, да и все. Да. Ну, порядка 33, по-моему, литров я смотрел. Где-то 33. Ну, 30-ка здесь точно будет. Давно не менялось. Ну хотя бы. Да, оно такое, не, черненькое очень. Все, давай следующую, наверное. То потом будет хреново их переливать. Не дергать. Ну, как вот так вот смотрю, так, блин, ну, такая на пределе качества. Походила бы еще советская. Не, лучше поменяем. Все, сейчас открутим центрифугу, глянем, фильтр. Все это сделаем аккуратненько. Так, открутили центрифугу. Сейчас занырнем, посмотрим, что там внутри. Опа. Масло не польется. О, ну, есть немного. Сейчас помоем. Не критично. Не критично, абсолютно. Это хорошо. Прям чуть-чуть. Сейчас все, естественно, отмоем, помоем и будем собирать обратно. Бля, что это за хрень такая? Не знаю, как кто-то пилил. Офигеть, блин. А что пилил, не влазило, типа? Бля. Ну, мой давай посмотрим. Но она не текла, ничего, здесь плоскость у нее прилегания вот здесь. Немного. Ну, не катастрофично. На батон только намазать. Огромное спасибо нашему подписчику, который привез нам просто 20 литров вюртовского очистителя тормозов в канистре. И вот мы теперь пользуемся. Очень удобно. Но запах... Рома, какой запах? 76-го бензина с минского мотоцикла. Да. С детства. Когда открываешь бак, да, и хочешь посмотреть, сколько там бензина осталось. Поездишь сегодня или нет? Да. Вот запах прям вообще один в один. Но эффективная штука. Паш, ты хочешь окунуться в мир советского мотоцикла? Не, у меня мотоцикла не было. Не было? Как ты выжил тогда? Фу, бляха, действительно, 76-й, чистый. Ну все, моем потихоньку и собираем. Так, у нас все готово, заливаем масло. Все центрифугу помыли, фильтр помыли, пробку зажали. Пробку зажали? Да. Зажали. Отлично. Сколько человек нужно, чтобы обслужить крас? Можно и одному, вопрос времени. Сколько времени нужно на это все? И сил. И сил, да. Также сейчас помоем сразу фильтр воздушный, чтобы уже знали, что здесь все хорошо. Так, что здесь нас ждет? Здесь нас ждут мухи. Мухи. Мухи-цокотухи. О, хорошо, что залезли и сюда. Да. Сейчас все отмоем, помоем. Наверное, вот так вот. Давай сначала его мой. Вот так промой его. Туда втекло? Да, а потом как раз и там О, будет. говорит, сколько пыли на нем, на самом. Все, сейчас помоем, будет четко. Все, мы отмыли кастрюлю, отмыли фильтрик. Просто прелесть. Ну и сейчас все собираем. Крас задышит новым, хорошим, свежим воздухом, да? Давай, точно. Конечно, задышит свежим. Все, пацаны помогают. Им огромное спасибо за то, что вот выделили время, приехали пообщаться и заодно помочь и сделать хорошее дело. Сколько хоть лить? А там много не нальешь, смотри. Ага. Видишь, там уровень должен быть так. А, вижу, все, красу четенько по нему сделал. Ну и все. Все, вон вижу, да. Отлично. А на фильтре 238. Да? Да, не Ну вот. 236. А коллектор 236 верхний. Коллектор может быть 236. Впускной.
236. он Не, не написан. может. А, ну перемычка может. Перемычка. А, перемычка, да. Перемычка может. Ну, странно, запчасти очень, друзья, универсальны. Щуп, например, на щупе 236 написано. На перемычке он 236, но на фильтре 238, то есть маркировка разнится. Мы решили сразу обслужить и топливную систему пока здесь. Также нужно поднатянуть ремень на помпу. Не на помпу, а на что-то там другое. Ох, блин, тут На ржавчина вентилятор. у нас есть. Покажи. Да, ничего страшного. Для краза это не страшно. А блядь, да, отсюда? Ну, не трогай, да. Пусть она, если там осталась, то отлично. Угу. Вынимаю, он уже пойдет. Это просто резинка сверху. Ага. Ой, хорошо, что залезли. Вода. Ну. Смотри, что творится. Хорошо, что залезли, правда? Все отлично, сейчас. О, это же бяка-мяка. Так, ну. Фильтр вообще он никакой. Да. Сейчас фильтр пойдем купим в магазине, надеюсь. Пошел? Сейчас еще не уперся. О, наверное, пошел. Да, это просто как не Да, контрагайка, а натяжение. Все. Отлично. Шприцанем может сразу? Да, конечно. Колбу от фильтра тонкой очистки мы помыли и решили залезть уже и вот в грубую очистку тоже. Здесь на крыле вот установлен этот фильтр. И сейчас посмотрим, что там внутри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такого я еще ни разу не видел. А зацените бачок омывателя на такую большую машину. Да. 20-ка должна была быть. Ребенок в школу пить больше берет. Слушай, ну конечно, там трэш. Хорошо, что залезли. А это что вывалилось такое? Это чача, да? Чача. Какашка. Бяка-мяка. И вот ее слой здесь, прикинь. Это ж просто ужас. Это который отвалился, кстати. Да, это он и есть. Ну, у нас есть новый фильтр. Советский. Друзья, еще в упаковочке был. За фильтром тонкой очистки я сейчас загоняю в магазин. Меняем фильтр. Нам пришлось снять всю колбу, потому что прокладка, которая была внутри в самой колбе, она, к сожалению, пришла в негодность. Новый фильтр установили. Сейчас установим колбу, и все будет отлично. Здесь немножко мотор грязноватый. Вот внутри, но ничего страшного. Где-то что-то подтекало чуть-чуть, видимо. Мы фильтры все установили, друзья, и сейчас хотим попробовать запустить. Во-первых, мы услышим новый звук краза, мы услышим новый звук глушителя. Блин, ну у нас ветрено, но сейчас попробуем запустить. Все, мурлыкает ЯМЗ. Пробита гофра, к сожалению. Вот здесь. А я не видел. Жаль. Блин, я думал, он сейчас будет мурлыкать, знаешь. Ладно, разберемся. Надо поджать. Это непонятно. Плывет у нас вот этот шланг на гидроусилитель. Тоже нужно поменять. Он на двух хомутах, раз и два. Сейчас перекинем его. Это обратка невысокого давления, так что ничего страшного здесь нету. Вон оно где порепался, поэтому вот так
происходит. Шланг заменен, поставили новенький, свеженький, масло долили. Ну и нужно, конечно же, проехать, чуть-чуть проверить, как это все работает. Сейчас и парни тоже хотят проехать. Я думаю, надо затестить. Гидрач и все остальное. Ну там же нейтралка, наверное. Или лучше проверить? Да, лучше проверить, а то к нам бывает подписчики придут с детьми, дети накляпают эти передачи. Так, запускаю от винта. Это машина, вот эта машина. Нужна гофра, гофра советская. На новых МАЗах таких нету гофр. Это создаст нам приключения. Классная тачка, сейчас Никита поедет за рулем. Так, вчера мы покатались на Кразевиче, он почему-то оживал, непонятно. То есть начала мигалка моргать, то есть появлялся ток. Это для нас оказалось странным. Но сегодня приехал Дима, он, кстати, позади вас с камерой. И у нас контролька в руках, отвертка, плоскогубцы. Так что сейчас мы будем оживлять электрику на нашем Кразевиче. Электрическая часть — это всегда интересно, но стрёмно, потому что можно провозиться день и ничего не найти толком. Но у нас сегодня план такой, что нужно все сделать, Дима, как хочешь. Ты как настроен? Празднично. Празднично. Молодец. Так, ну что, с чего начнем? Я предлагаю открутить замок. Туда наверняка приходят плюсы и амперметр. Ну и посмотреть, наверное, вообще. Либо туда залезть, пощупать как-то. Потому что приборку здесь не разберешь. Можно только разобрать отдельно эти... Ну, провода. Но здесь должен идти какой-то провод, который просто тупо запитывает. Еще нам нужно установить выключатель массы. Вот, тоже зачистить все и установить. Видишь, у нас он украден. Нужно сделать кабель, который будет идти через отверстие, а не через верх. То есть нам нужно еще и кабель поменять. Вот, потому что мы крышку не можем поставить аккумуляторную. Вот такие у нас планы. Так что запускаем Димона в электрику и делаем первые шаги. Обычно я всегда, как неопытный электрик, я всегда лезу и сразу смотрю. Дима сразу лезет в схему. Ему нужна схема, все. По схеме мы нашли, что нам нужен серый провод. И вот здесь, обратите внимание, у нас на колодке есть такой серый провод, который якобы запитывает всю систему. Но от него нету ни одного провода. А вот этот мощный есть. Больше здесь серых, не видно нигде. И мы начали лазить, смотреть. И, вы знаете, нас успех ожидал вот здесь. Вот эти два провода, видимо, когда снимали стартер, просто откусили вот так вот. Вот, и вот мы их нашли. Серый и желтый. Желтый — это явно будет на запуск на ВК.
А серый это основной, который питает всю нашу электробортовую систему. Так что сейчас мы заизолируем, серый провод удлиняем, желтый удлиняем и цепляем на стартер. После этого мы попробуем, что вообще произойдет. Но это явно, вот явно это оттуда, потому что я так и по длине смотрю, оно идет туда на стартер, это явно то, что нам надо. Да, Дим? Согласен. Так, сейчас устанавливаем массу, потому что первая очередная задача наша это вот такая. Масса, к сожалению, не СССРовская, но нет у меня СССРовских масс, закончились. Но огромное спасибо нашему зрителю Николаю, который периодически нас снабжает нужными вот запчастями. В частности, вот эта масса, но она на 50 ампер, по идее, ну, должна работать. Если что, в любой момент ее можно поменять. Сейчас занимаемся зачисткой, потому что нужно зачистить обе поверхности прилегания этой массы. И вот возникла проблема, что здесь вот такая ржавчинка. Ну, сейчас выбьем, поменяем болт и зачистим все, и будет аккуратно, красиво. Так, друзья, в общем, все печально. Вы поняли меня, да? Китайская масса, она и в Африке китайская. Развалилась, начали зажимать, и пришлось, рылся я очень долго, но нашел. Нашел вот такую красавицу. СССРовская офигенная масса. Вот, и сейчас ее установим. Также вот провод на стартер. Здесь уже все зачистили, все готово к сборке. Просверлили новую дырочку для кабеля, и вот так будем делать. Ну, в общем, все должно быть хорошо. Провод мы там соединили со стартером. И сейчас самый ответственный момент. Нам нужно включить массу. Дима, ты не перепутал ничего? 50 на 50. Слушай, что нам не хватает плюса этого теперь. Нормально. Так, зажимай плюс. А минус ты зажал или нет? Ничего не зажимал. Вот этот. Ага. Все безопасно. Зажимай клеммы. Мы сейчас сможем включить массу и посмотреть. О, так у нас лампочки на панели Так горят. мы сейчас поедем. Обрати внимание, даже воздух есть. Понял? 4. Ракета. На передаче стоит? Да, сейчас я уберу передачу. Заводи так. Так, ну что, я вижу, что у нас есть уже какие-то контрольные лампы, как минимум. И у нас показывает разряд. Пробую заводить. От винта. Так, стоп. О, бак переключается, но бак не работает. Нет, стоп. Бак работает. Ну, непонятно. Завожу. Ой, глушилка нажата. Глушилка, глушилка. Завожу. Зарядка есть. Ура! Дима, глянь фары. Фары. К сожалению, свет не работает. Разберемся. Правая, ближний как будто. Ну ладно, я просто это выключатель здесь как бы, ну надо, ну он вот уже не глючит, все начал работать. Закис выключатель именно. Все, Ну. потухло. Ну я выключил. Повороты тоже не работают. К сожалению. И габариты, да, не работают? Не, нету габаритов. Вот лампочка какая. Ну да, может быть. А зарядка? Есть зарядка. Ракета. Причем вот ключ втаркиваешь, начинает показывать разряд амперметра, то бишь все работает как надо. Хорошая новость. Электрика запустилась. Да, у нас не работают габариты, там повороты, но этим мы займемся чуть позже, обязательно сделаем, естественно. Когда Дима приедет в следующий раз,
мы займемся вот этой всей мелочевкой, естественно, подтянем. Уже продвинулись по красу достаточно далеко. Да, у нас не работают там габариты, повороты, но это все мелочи. Самое главное, что у нас есть зарядка, у нас есть свет, у нас есть полностью рабочий замок зажигания. То есть просто 2 провода оторвали, когда воровали стартер. Мы это все вернули назад, и в принципе Кразюка оживает. Медленно, но уверенно. В следующих сериях мы продолжим заниматься кразом, но на сегодня это все. Вам всем огромное спасибо, что были с нами в этой серии. Хочу пожелать каждому из вас только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях. Не забывайте подписаться. Всем пока.